Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему «Пророчество юродивого старца Мити Козельского о будущем России, которое повергнет в шок». Последний российский император и его супруга, словно предчувствуя свою страшную гибель, привечали у себя во дворе странных людей, которые, как им казалось, обладали даром ясновидения. Это был не только всем известный Григорий Распутин, но и некий мсье Филипп, а еще юродивый Митька Козельский, который и говорить-то толком не мог. Однако Александра Федоровна часто обращалась к Митьке, чтобы прознать, что же ждет ее в будущем. Так, по некоторым данным, юродивый увидел события, которые наступят аж через 100 лет после падения императорского дома, то есть сейчас. Конечно же, Митя был совсем не Козельским. На самом деле его фамилия Попов, и он появился на свет Божий в городе Козельске в 1865 году с множеством психических и физических недостатков. Сейчас этот городок в Калужской области называется Мичурин. Вообще про семью Дмитрия известно крайне мало, потому что родители, увидев, что у них появился увечный ребенок, ногами немощный, с культями вместо кистей, да и горбатый в придачу, решили, что это лишний род и от него следует избавиться. Неизвестно, какое время младенец пожил у родителей, но в итоге оказался у старцев Оптиной пустыни. Такие дети долго не жили в то время, но Митька был упорным. Видимо, мать, окончательно убедившись, что тот останется жить, но будет инвалидом, решилась передать его в монастырь. Мальчик был полуслепой, глухонемой, еле ходил и плохо владел руками. В Оптиной пустыне Митьку подлечили немного, но также выявили и другие его заболевания. В частности, он страдал подучей. Так в те времена называли эпилепсию. По всей видимости, у Дмитрия был детский церебральный паралич. Когда он подрос, то все же стал понемногу разговаривать, произносить простые предложения. Припадки, которые случались у Мити, были страшным зрелищем. Как-никак, в то время лекарств для сдерживания этого недуга еще не было. Паренек катался по земле, из его рта вытекала желтая пена, а еще он издавал утробный вой. Говорили, что именно монахи пустыни услышали в этом вое Митьки пророчество будущих времен. Но как их расшифровывать, старцы так и не смогли понять. Монах, опекавший Митю, пока тот жил в Оптиной пустыне, умер, и инвалиду пришлось покинуть монастырь. Он долго скитался по улицам Козельска, просил милостыню, сидел на церковной паперти. Как-то был большой церковный праздник, а юродивый Митька сидел на городской площади. Вдруг его сразил припадок, убогий что-то орал, вокруг столпились ничего не понимавшие мужики. Мимо этого зрелища проходил церковный псаломщик Елпидифор Кананыкин, который внезапно осознал, что именно кричит Митька. Он сообщил мужикам, что убогий пророчествует о пожаре. И действительно, той же ночью при странных обстоятельствах сгорел один из козельских храмов. В 35-летнем возрасте Дмитрия поразил удар молнии. Это случилось в 1900 году и стало переломным моментом в его жизни. Митька вдруг излечился. Конечно, не от всех недугов, но от многих. Внезапно он стал слышать, более внятно говорить, стал ходить и овладел правой рукой. Старцы всем стали рассказывать про чудесно исцеленного инвалида, а потом и ему самому приписали исцеляющую силу. Митька отправился в путешествие по городам и весям России, а Кананыкин везде его сопровождал в качестве переводчика. Только он мог понимать порой невнятные слова Попова. Чудесное исцеление Митьки Козельского не осталось без внимания и в высших кругах российского общества. Про него прознало и императорское окружение. В 1902 году Митьку пригласили в Санкт-Петербург, отмыли, нарядили и представили важному духовенству. Потом на юродивого прибыли посмотреть и члены императорской фамилии, но личная встреча с самим царем получилась только в 1906. Больше всего Митька Козельский общался с великой княгиней Милицией Николаевной. Это была черногорская принцесса, супруга князя Петра Николаевича, который приходился двоюродным дядей Николаю II. Княгиня была особо заинтересована и в таких вот людях божиих, собирала вокруг себя всяких старцев, монахов и юродивых. Много лет считалось, что после милиции не осталось никаких дневников и мемуаров, но совсем недавно нашлись записи, сделанные этой женщиной в дореволюционные годы. Они хранились у одной из дочерей княгини, а потом были переданы в музей Белого движения, что в Париже. Почему так долго их не исследовали? Дело в том, что в завещании дочери милиции было условие передать бумаги исследователям не раньше, чем через 70 лет после смерти княгини. Этот срок настал как раз в 2021 году, и дневник был опубликован.
В нем-то как раз и была почти вся информация о Митьке Козельском. Вернемся к Мите. Как только он и Кононыкин попали к императорскому двору, слава о великом прорицателе прогремела на всю Россию. Кононыкин неразлучно находился при Козельском, ведь только он мог точно переводить его странные предсказания. К Митьке стали ходить знатные клиенты. И вот однажды он предсказал, что в скором времени княгиня Абамеля Клазарева родит сына. Это сбылось. В положенный срок родился здоровый мальчик. Узнав про это, императрица Александра Федоровна, тоже мечтавшая о сыне, пригласила его к себе во дворец. Вот как описывал визит Митьки Козельского и его переводчика один из очевидцев в своих мемуарах. Обоих вымыли, переодели и показали Николаю. Митька, увидев царя, замычал. Спросили Елпидифора, что это значит. Тот, видно, приготовившись, ответил довольно удачно. «Детей видеть желают». Императору такие слова понравились, и он пригласил в комнату своих дочек. Тут юродивый стал дико вопить, проявлять заинтересованность. Переводчик это перевел так: «Чаю с вареньем просит». Митька весьма туманно говорил о рождении наследника, однако продержался в царском уважении довольно долго. Ему выделили комнаты в императорском дворце, дозволили молиться вместе с августейшей семьей и даже причащать их. Причем делал он весьма оригинально. Жевал святые дары и выплевывал их прямо в рот царю, его супруге и девочкам, а те покорно сглатывали этот пророческий дар. Дошло даже до того, что привыкший испражняться прямо на улице юродивый, немало не стесняясь, делал свои дела прямо там, где ему заблагорассудится, будь это даже гостиная комната. Естественно, придворные очень возмущались подобным поведением царского любимца, но до поры до времени молчали. Немного погодя, у Митьки появился соперник – Гришка Распутин. Царь больше благоволил к последнему, чем к глуховатому и странному юродивому. А вот Александра Федоровна и Милица Николаевна продолжали приглашать к себе Митю Козельского и его переводчика. В один из визитов к Милице, который состоялся 17 сентября 1914 года, Козельский выдал откровение. Незадолго до того началась Первая мировая война, и людей особенно сильно тревожило грядущее. Елпидифор Кононыкин, выслушав Митьку, сказал: «Мне ведомо дальнее, а вот ближнее ускользает. Явится в России меченый правитель, который расточит ее достояние и обратит державу в ничто. Но потом появится в ней новый святой Владимир, возродит церковь и державу российскую и повергнет в прах перед ее ногами всех врагов ее, и будут все народы мира преклоняться перед Россией и ей служить». Через много лет, уже находясь в эмиграции, княгиня Милица так объяснила это пророчество. Меченый был Керенским, новый Владимир – это Ленин, а возрождение России – победа во Второй мировой войне. Однако Милица забыла пару нюансов, что новый Владимир возродит церковь и будет святым, и будущее – это дальнее. Возможно, если верить пророчеству Мити, речь тогда шла про наши дни. Вернемся в те дни, когда Митя жил в императорском дворце. Время все шло, а супруга Николая II оставалась порожней. Наследник не спешил проявлять себя. Несколько месяцев императрица следила за приступами Козельского, потом выпытывая каждую деталь у Кононыкина. И вот, после одного такого припадка у Александры Федоровны произошел выкидыш на раннем сроке. Она и не знала, что беременна. Это поставило жирную точку в придворной карьере убогого Митьки. Кононыкина и Попова посадили в поезд на Калугу и отправили на родину. Но Митька домой не хотел, ему очень нравилось вольное проживание во дворце. Потому он сбежал от своего переводчика, выпрыгнув на ходу из вагона. Спустя пару дней Козельский снова появился в Петербурге. Говорили, что этот прыжок и благополучное приземление положительно способствовали исцелению ног юродивого. Он самостоятельно и, видимо, пешком добрался до северной столицы и потом без особых проблем ходил на своих двоих, правда, опираясь на посох. Неважно как, но Митя Козельский остался навсегда в Петербурге, который ему так понравился. Сначала его приютили в Александро-Невской лавре, и там хорошенько подлечили. Совсем скоро провидец ходил везде сам и уже мог более-менее сносно разговаривать. Он уже сам, без переводчика, говорил окружающим, что видел во время своих припадков. Это было очень удобно для многочисленных поклонников юродивого, которые толпами шли слушать бывшего любимца императорского семейства. Совсем скоро Митя Козельский приобрел новых высокопоставленных покровителей. Ему стали благоволить саратовский архиепископ Гермоген по фамилии Долганов и известный тогда в столице иеромонах Илеодор Труфанов. Оказалось, что дело все в том, что и эти святые отцы когда-то тоже имели благоволение императора и его супруги.
Но потом их отодвинул прибывший из Сибири новенький старец и ясновидец Григорий Распутин. Иерархи церкви сильно обиделись на это обстоятельство, тем более что именно они поначалу опекали сибирского провидца и помогали ему построить придворную карьеру. Но когда Распутин освоился в царских покоях, он взял и забыл своих покровителей. Вот тогда-то святые отцы и захотели проучить дерзкого старца, причем весьма оригинальным способом. Рассудив, что успех Распутина зависит от его мужской силы, благодаря которой он весьма популярен у великосветских дам, бывшие покровители Гришки решили кастрировать его. Вот только провести собственноручно деликатную операцию церковные иерархи не осмелились, а возложили осуществление сей миссии на убогого Митьку. И это решение не было лишено логики. Ведь такое событие чревато гневом императора, а что возьмешь с блаженного-то? 16 декабря 1911 года Распутина заманили на подворье епископа Гермогена, где его уже поджидал Митька Козельский с огромными ножницами в руках. Увидев инвалида со столь необычным для него аксессуаром, старец сразу заподозрил неладное, что и спасло его мужское достоинство. Царский друг тут же попытался сбежать с подворья коварного владыки, отбиваясь от насевших на него Митьки и Илеодора, и это ему удалось. Раздавая тумаки налево и направо, Распутин буквально чудом вырвался из приготовленной ему ловушки, как следует поколотив при этом незадачливых злоумышленников. Участие в заговоре Гермогена стало последним великосветским выходом Митьки Козельского. В одночасье растеряв всю свою популярность, Блаженный примкнул к знаменитой секте чуриковцев, трезвенников, при общинном молитвенном доме в Обухове, район Санкт-Петербурга, в котором он и жил несколько лет. Однако в 1928 году духовные братья бывшего царского пророка оказались вне закона, и ему снова пришлось бродяжничать. Странствия Митьки продолжались более года, после чего он был задержан милицией и вскоре скончался в тюремной больнице. Место захоронения блаженного инвалида с удивительной и переменчивой судьбой сегодня, увы, неизвестно. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю России.